Приступаем к вязанию стебля. В кольцо амигуруми набираем 9 столбиков без накида. Кольцо стягиваем, но не плотно. У нас должно остаться вот такое отверстие. Мы сюда будем ставить либо проволоку, либо палочку какую-нибудь, чтобы укрепить стебель. И дальше мы продолжаем вязать по 9, не хочет. И дальше мы продолжаем вязать по 9 столбиков без накида в каждом ряду до высоты я связала 36 для стебелечка. Хотите подлиннее, можете делать больше. Это уже зависит от вас. Дальше 37 ряд. Я вяжу 3 полустолбика с накидом. И 6 столбиков без накида. Тридцать восьмой ряд. Вяжем 4 полустолбика с накидом. Четыре столбика без накида. И в конце вяжем 1 полустолбик с накидом. Тридцать девятый ряд. Вяжем 2 столбика без накида, 1 прибавка. В конце ряда у нас получается 12 столбиков без накида. Сороковой ряд. Вяжем столбик без накида, прибавка. В конце ряда у нас 18 столбиков. Вот такое у нас расширение получается.
Дальше мы вяжем соединительный столбик и 7 воздушных петель. Дальше по цепочке 2 соединительных столбика, два столбика без накида, и 2 полустолбика с накидом. Дальше пропускаем одну петлю, пропускаем и вяжем во вторую соединительный столбик. Дальше набираем опять 7 воздушных петель. Два соединительных столбика по цепочке, 2 столбика без накида, и 2 полустолбика с накидом. Одну пропускаем и во вторую вяжем соединительный столбик. И так провязываем до конца ряда. Ну вот смотрите, я довязала до конца. Теперь просто обрезаю ниточку, оставляю ее подлиннее, чтобы потом пришить. Теперь в серединку можно вставить вот такую вот шпажку и слегка набить холофайбером. А можно сделать проволочку, то есть тогда будет более гнущийся стебелечек. Я взяла проволочку. Теперь просто вставляю проволоку внутрь. Учтите, что проволочка должна быть чуть-чуть длиннее, потому что мы будем сажать этот цветочек. Но если вы будете сажать этот цветочек в горшок, то, естественно, тут должно быть расстояние. И здесь немного оставляем, потому что когда мы будем пришивать, смотрите, вот так. Уткнем. Вот так воткнули. И потом будем пришивать. Не знаю, я, наверное, как-то неправильно объяснила. Ну, давайте будем идти по очереди. Значит, у нас осталось здесь проволочки кусочек. И так как стебель пошире, я немного стебель набиваю холофайбером, слегка совсем, с помощью вот этой бамбуковой этой палочки. По чуть-чуть. Теперь с другой стороны. Вот так вот. Угу. Вот так. Теперь я посмотрела, мне хочется, чтобы вот этот вот яркий блик был либо чуть-чуть вверху, ну, либо сбоку. Вот так, наверное. Поэтому подстраиваю сюда. Вот так. Проволочку немного вставляю. О. Вот так.
И теперь смотрим, там, где у нас были вывязаны вот ряды, 2 ряда полустолбиков, мы вверх направляем. Вот. Теперь вот это все мы разравниваем и пришиваем. И так прошиваем. До конца. Потом, если хотите, можно здесь немножечко поприхватывать, если вы не хотите, чтобы сильно топорщились. Вот я пришила стебель. Единственное, что я хочу сказать, вы когда вставляете проволочку или будете бамбуковую палочку вставлять, вы обязательно заливайте пистолетом, потому что она будет немного крутиться. А вот пистолетом залила, и все хорошо. Вот он цветок. Лепесточки можно немного расширить. Тут уже будете сами выкладывать дальше. Так, дальше нам нужно связать листочек. Вяжем листочек. Набираем 7 воздушных петель. И провязываем во вторую, провязываем следующий ряд 6 столбиков без накида. Дальше петля подъема, разворачиваем вязание и опять вяжем 6 столбиков без накида. Опять воздушная петля и 6 столбиков без накида. Так мы вяжем до 33 ряда. Продолжайте сами. 33 ряд. Вяжем 4 столбика без накида. Убавка. Наверное, вот так даже проще. Воздушная петля. 34 ряд. 3 столбика без накида. Убавка. Тридцать пятый ряд. 2 столбика без накида. Убавка. Тридцать шестой ряд. Столбик без накида. Убавка. 37 ряд. Убавочки. Обрезаем ниточку. Вот такой листочек у нас получился. Теперь будем обвязывать, и я буду обвязывать вместе с проволокой.
Если вы не поставите проволоку, то при обвязке листочек, конечно, будет немножечко покрепче, но все равно будет очень мягкий. Поэтому смотрите, конечно, как у вас получится. Но я думаю, проволочку можно найти везде. Любую. Значит, теперь нам осталось обвязать листочек столбиками, полстолбиками с накидом. Прикладываем проволоку. Так, накид. И сюда же провязываем полустолбик. Первый немного сложно мне. Так, вот так, все подтянули. И теперь продолжаем. Вот смотрите, вставляем в каждый ряд, получается. Провязываем полустолбик в каждом ряду. Дошла до края листочка, где он сужается. И здесь мы вяжем. Здесь мы вяжем 2 полустолбика с накидом. Две воздушные петли. Соединительный столбик во вторую. И еще 2 полустолбика с накидом. Вот такой у нас краешек получился. И дальше вяжем, как и тот ряд предыдущий. Сама забыла, сама не сделала накид. Дальше провязываем полустолбиками с накидом до конца листочка. Сразу прихватываю ниточку. Довязывайте сами. Вот листочек, таких нам нужно 2. Теперь эти листочки надо присоединить к стеблю. Вот смотрите, я прикладываю и вот здесь прошиваю с одной стороны один и второй. Вот так. Тут у меня много ниток, я их, конечно, пообрезаю, сейчас позапутаю. А все остальное вместе сшивается. Я сшиваю листья и стебель между собой.
Если вы хотите, вы можете просто сделать вот такой цветочек, поставить его в любую вазочку. Стебель длиннее, и вот он будет в вазочке стоять. А если в горшочке, тогда мы оставляем вот здесь вот проволоку. Нитку я пока не обрезаю, возможно, она мне еще пригодится. Вот такой цветок.